Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп осень 2023 года. Месяца сентябрь, октябрь, ноябрь. Давайте узнаем, что нам посоветуют как и звезды, так и карты. Как изменится моя жизнь? Вот давайте на этот главный вопрос попробуем найти ответ. И нужно сказать, 2023 год у нас начался с ретроградного Меркурия. Он был в знаке Козерога. Это произошло в конце 22 года. И, как ни странно, этот год у нас тоже заканчивается ретроградным Меркурием и тоже в знаке Козерога. Есть такая цикличность, когда словно нам планеты даже говорят, ты должен оглянуться назад, наверное, перед тем, как устремишься вперед. Что-то очень важное забрать словно из прошлого, но именно важное пересмотреть, чтобы больше уже не оглядываться. Это сродни как путешествию, когда мы собираемся. Мы проверяем несколько раз, все ли мы взяли, ничего ли мы не забыли. И вот кульминация этого момента будет начинаться летом. Конец июля, август будут формировать те события, которые, может быть, у вас произойдут в сентябре, октябре, но ноябрь уже без особенностей, скажем, теоретически ожидается. И я оставлю в инфобоксе ссылки на видео конец июля, август оставлю, и судьбоносные периоды с 23 июля я описываю до 9 октября. И вот именно эти периоды планетарные, хотим мы того или нет, они будут оказывать на нас влияние в последующие месяцы. И осень, вот как раз она может начаться какими-то непредвиденными событиями. Они могут частично осложнить какой-то прогресс, но Марс будет помогать. И с 27 августа по 12 октября он находится в весах. И для вас это хорошая позиция. Он будет помогать вам справляться с опасностями и находить компромиссы. Не беспокойтесь, если что-то задерживается или есть какие-то, ну, как сиюминутные разочарования. То есть тут надо уделить внимание тому, что действительно для вас важно. Венера, которая сейчас в вашем знаке, она будет побуждать сделать все возможное, наделяя вас особым чутьем в сторону именно безопасности, а также и успеха, и благополучия в целом. Ваша легендарная харизма не раз послужит вашим интересам, и поэтому позиционировать в обществе львы, продолжайте, мои дорогие, встречают нас по одежке, по внешнему виду, и поэтому вы люди импозантные, и это вам тоже будет как бы вторично помогать. Как минимум несколько раз вы скажете себе спасибо, если где-то не будете полагаться на обстоятельства, даже если они поначалу выглядят заманчиво или благоприятно. Опять же, Марс в весах обострит интеллект, а Венера добавит реализма. И этот тандем для вас поможет увидеть более как и безопасный путь, так и более словно продуктивный. В личной жизни ваше очарование будет активизировать вашу магию, мои дорогие львы и львицы. А в социуме, наоборот, могут быть какие-то трения. Вот есть такое. Ну, не забываем, наверное, про зависть, поэтому так вот аккуратнее, элегантнее как-то, да, чтобы не разжигать противодействие. Уступки и где-то дипломатия скорее помогут вам решить вопрос, нежели принять какой-то вызов и увязнуть в споре. Вот этого нужно избегать. Давайте узнаем, что думают карты Таро. Не всегда Таро-прогнозы совпадают с планетарными событиями, но я надеюсь, если мы присоединим нашу интуицию, узнаем, что нам сулят звезды, плюс метафорические образы карт, какой-то инсайт, мои дорогие, вы все равно получите. Итак, как изменится моя жизнь? Вот давайте мы посмотрим, как для вас, какие энергии, как изменится моя жизнь. Вы знаете, а вы можете не остаться надолго в том месте, где вы вот в данный момент находитесь, или, по крайней мере, будет посыл
о переезде. Или это может проиграться как смена вашей деятельности, рода деятельности, может быть, и как открытие бизнеса. И в связи с работой, может быть, работа будет с перемещениями. Но новые, словно горизонты, будут вас точно звать за собой куда-то. И возможности. И, кстати, будет важным держать все под контролем. Часто эта карта дает уверенность, прочное положение и новые перспективы. Вот об этом нам говорят. Но мы не торопимся. Видимо, какой-то момент нужно тоже учесть следует. В финансах как раз мы можем для себя сделать что-то очень важное, нужное, сделать или совершить, может быть, какой-то ответственный шаг, после которого ваша финансовая ситуация будет не только стабильная, а как будто деньги в рост. Причем для кого-то из вас это может быть как крупный гонорар. К примеру, ну, какие бы деньги ни были, видимо, финансовые вопросы на первое место точно у вас выйдут. И нам говорят, сохраняй больше, не трать. И правда, впереди перемены. Девятка по нумерологии, это всегда не будет какой-то статики. Это извне к нам приходят события, и нам приходится это учитывать. Видимо, как какую-то новую реальность вам придется закладывать, или как раз по планетарным всем аспектам. Это, знаете, как будто мы должны оставить сумму и в последующем инвестировать в самого себя. Значит, какое-то развитие, а с учетом тройки жезлов, точно предполагается, или открытие нового дела. И здесь у каждого по-своему. Какие еще у нас события, правда? Тут какой-то, как будто у вас на пороге новый марафонский забег. Это как новое дело. У кого-то предложение о новой должности, может быть, вы получите. Или вы займетесь, допустим, да, если было это в виде хобби, а здесь вы можете перевести в бизнес. Что-то вы тут такое интересное можете начать. То, что продлится долго, потому что когда у нас выпадает принц пентаклей, это всегда означает какой-то длительный период, когда мы то или иное дело, или если мы говорим про должность, да, как вступление буквально в должности, это будет иметь как развитие финансовое увеличение, то есть эквивалент финансовый нас абсолютно точно будет радовать. И это тот наш успех, который заслуженный успех. Это не то, что на 1-2 дня, а то, что в рост и на длительный период времени, ну, практически, наверное, на десятилетия, как по Плутону. Вот что-то такое, может быть, с конца лета практически мы можем заложить, развить уже, определиться с чем-то осенью и в последующем следовать нашей намеченной цели. Планы просто в принципе можем поменять. И новые возможности. Вот про деньги нам еще раз говорят, мы не тратим, потому что важно вообще быть легким на подъем, правильно выстроить свою позицию в социуме, все-таки это тоже предусматривается. У нас показан жонглер, и поэтому где-то, если мы не хотим, чтобы оказались в той ситуации, когда знаете, как будто козыри перешли из ваших рук кому-то другому. Не обостряйте ту или иную обстановку, будьте внимательны. То есть вы должны быть этим жонглером, и поэтому это потребует от нас, может быть, вовремя откликнуться на чье-то предложение и рассмотреть его очень реально, чтобы, с одной стороны, не попасть в какую-то зависимость или зависимость. Допустим, когда нам могут предложить что-то такое на первый взгляд, как вау, да, или проект, который прям быстро окупится. Так вот, в таких особенно вопросах, которые сопряжены с финансовым риском, здесь для вас точно нужно быть аккуратным. Но, тем не менее, не отказываемся, принимаем как идею, допустим, да, и примеряем это на себя. Вот здесь мы как будто новый опыт приобретаем. И если мы откликаемся, легки на подъем, и пробуем себя в каком-то новом деле, нам как будто этот новый опыт будет тоже помогать. И важно, кстати, по этой карте, не, знаете, есть такое значение, ничто так не постоянно, как перемены. И вот если мы его рассмотрим повнимательней, то есть
не себя настраивать на то, что я сейчас, допустим, чем-то занялся или занялась, и у меня это продлится потом длительный срок. Все время будет какое-то изменение, движение. Вот к этому надо быть готовым. И одновременно не тратим деньги, об этом тоже говорит карта, как будто нам хватит 2 пентаклей. А в последующем мы их применим, хотя нам 2 карты уже сказали, что деньги у нас будут. И по пажу, кстати, по принцу, точнее, пентаклей, есть такое значение, когда к нам кто-то приходит на помощь финансово в том числе. Ну, может быть, это еще и как согласование каких-то документов или иная помощь. Поэтому мы здесь не одни. Прекрасные перспективы. И здесь придется как и удерживать что-то, так и пробовать себя в каком-то новом качестве. Тут, конечно, мы спрашиваем, изменится жизнь? Безусловно. Знаете, какое-то известие вы можете получить. Для кого-то это туз пентаклей проиграется, правда, как какой-то гонорар. Нам еще раз про деньги говорят. Есть возможность построить свое успешное финансовое будущее. Вот так вот может кардинально измениться жизнь. Но опять же, деньги мы не тратим. Видимо, последующий после осени период для вас будет формировать и еще что-то, как новые возможности. И тогда вы должны быть в полном ресурсе. Мы говорим, деньги – один из способов взаимодействия с миром. Вот это следует учесть. Иногда туз пентаклей проигрывается как какая-то новость, которая нас может выбить из колеи. Вот к этому будьте готовы. В последующем, оглядываясь назад, мы понимаем, что вот именно такой ход развития событий был, может быть, необходим. Иначе, может быть, у нас духу бы не хватило на что-то решиться, или к чему-то он нас так или иначе приведет. Понимаете? То есть есть какая-то, ну, может быть, как вселенская закономерность. Но на первый момент это может нарушить наши планы. Я надеюсь, этот аспект не для всех проиграется, но тем не менее озвучить я должна. И что дальше? Давайте еще раскроем. 2 туза, мои дорогие, правда. Время великих возможностей. И использовать их по максимуму для вас будет очень и очень важным. А что еще? Как будто в личной жизни тут, ну, конечно, с картой вдохновения. И про любовь, и про вдохновение, и про вот как этот кубок, который изливается, как будто амброзия через край. Какое-то радостное событие, мои дорогие львы и львицы, определенно у вас осенью будет с каким-то дальнейшим продолжением и вдохновением тоже. Кстати, карта Музы, принцесса кубков, у нее рядом стоит кубок, а из него выглядывает рыбья голова. Так вот, это один из символов благополучия и финансового достатка. Поэтому что может быть лучше и про вдохновение, и про финансы, и про любовь, где-то все же туз кубков. Какой-то баланс по всем сферам жизни, как изменится моя жизнь. А вот так она изменится. И это вы сами, ваши планы. Ваши планы могут быть реализованы, причем на какой-то, видимо, конечный пункт до конца 2023 года, так и открыть перед вами новые перспективы. Надо сказать, я уже дальше не достаю карты, поэтому лучшее, говорят, всегда враг хорошего, правда? И здесь у вас уже прекрасный расклад о том, что себя реализовать как в каких-то своих амбициях или то, что вы себе планируете, как получить любовь, счастье, взаимопонимание, радость, решить какие-то, может быть, вопросы по документам, для кого-то переехать, может быть, начать новое дело или получить какую-то должность, которой вы, может быть, мечтали. Она для вас тоже какие-то перспективы откроет. А также попробовать себя, может быть, в тех областях жизни, или вам будет, знаете, интересно в течение осени чем-то вот как новым заниматься или добавлять себе каких-то интересов вообще в принципе. Прекрасно, мои дорогие. Давайте теперь мы узнаем, что нам скажут карты помесячно. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Как карты видят, что-то тут у нас перевернулось. Но это как раз перевернулось то,
что мы с вами видели. Видимо, хочет подтвердить колода карт Таро Иллюминатов для вас, что вопросы финансов, финансовой стабильности и вот этого марафонского забега с поддержкой людей. Для вас будет важно ваше окружение. Оно на вас будет оказывать влияние. Вы себя будете чувствовать более уверенно, понимаете? А с другой стороны, может быть, это будет такой человек, который вам в нескольких сферах жизни сразу поможет. Кто знает, может быть, поможет решить финансовые вопросы, уйти от какого-то недопонимания в отношениях. А может быть, это будет еще и у кого-то как бизнес. Может быть, семейный бизнес. Бизнес вашей пары. Итак, мы достанем 3 карты. Это у нас будет сентябрь, октябрь и ноябрь. И по основным сферам жизни давайте узнаем, что думают карты. Разложим каждый месяц. Дело, работа, бизнес. Сентябрь. Что у нас по финансам и в личной жизни? Октябрь. Дело, работа, бизнес. Финансы. Личная жизнь. И ноябрь. Дела, работа, бизнес. Финансы. И что нас ждет в личной жизни? Итак, давайте откроем сентябрь. Каков он этот месяц? Ух ты! Сильная энергия. А вы знаете, я бы сказала, самое главное уйти от какой-то зависимости. Конечно, зависимости бывают разные, самые. Есть и вредные привычки. Но, наверное, все же нет, мои дорогие львы, где-то ось отношения, финансы. Вот этим вы будете заниматься в сентябре. И на самом деле, если мы все планетарные события учтем и выход из ретроградности, вот это как раз наиболее, вот эти 2 сферы у вас и будут проигрываться. С одной стороны, где-то больше направлены, наверное, будут ваши действия, чтобы эту независимость обрести. У кого-то это может проиграться в том плане или совпасть, например, с переменой места жительства, опять же, или с переменой вида деятельности, рода занятий, или какие-то изменения возможны на вашей службе, по месту работы, может быть, новый руководитель, и вам все равно как-то себя позиционировать, словно нужно будет по-новому, или обстоятельства просто меняются, и все равно какую-то, как свое кредо, надо сохранять, где-то защищать, но в то же время не давить, потому что ничего нельзя делать чересчур, понимаете? Карта 15-го аркана нас к этому призывает, потому что если мы где-то нажмем чуть больше, мы получим обратный эффект. Вот это будет срабатывать. И, кстати, также по финансам, поэтому будьте аккуратны. Давайте раскроем этот месяц. Но вообще эта карта нам дает хорошую физическую форму и притягательность. Поэтому, мои дорогие львицы, ну, наверное, львы тоже, имейте в виду, вы будете, ну, как бы ярко заметны для представителей противоположного пола. Давайте узнаем дела, работа, бизнес. Правда, какие-то могут быть перемены или желание уйти от разочарований в прошлом. Многих из вас я могу предположить дела, работа, бизнес, если мы смотрим. Знаете, какая-то ситуация минусовая была по работе у вас или по бизнесу, ну, неважно, в каких-то делах, причем этот минус был, ну, такой ощутимый. И, видимо, вот то, что я сказала, где-то желание, с одной стороны, поступить по-своему, с другой стороны, знаете, как, ну, какую-то свою позицию занять, когда я могу быть в чем-то уверенным, не беспокоиться и уйти, может быть, от каких-то, ну, как американские горки, когда все время что-то меняется, когда я не могу что-то распланировать. И эти перемены, они связаны где-то не с вами, а с той либо обстановкой, либо с людьми, либо с какими-то конкретными ситуациями, которые просто не дают, может быть, в чем-то уверенности. Вот у кого-то может так проиграться.
И где-то борьба вот такая может внутренняя быть. Ведь здесь нет как будто препятствий по этой карте. Здесь есть разочарование или то, что мы в результате получили, каких-то наших предпринятых ранее действий, и здесь нам нужно словно исправить эту ошибку или исправить это положение, или как-то переломить хочется ситуацию. Ну, вот как-то так видят карты в сентябре. Поэтому я и говорю, если есть какой-то минус, то ну, не стоит уделять этому, знаете, какое-то большое, я бы сказала, внимание или пропускать через душу, потому что всегда, когда выпадает тройка мечей, это, знаете, уже есть опыт печальный, мы точно знаем, чего мы не хотим, и в этом наша сильная позиция, потому что у нас нет каких-то иллюзий, мои дорогие. Вот здесь, видимо, отправная точка может быть как прощание с прошлым, и я хочу быстрее вот эту ситуацию как будто исправить. И здесь может касаться не только вашей работы, может быть какие-то документальные вопросы, оформление вопросы, у кого что выйдет. Но именно когда мы хотим уйти от того, что нас, ну, заставляет чувствовать свою слабость. Вот где-то это может как раз с учетом аркана 15 и проиграться. А по деньгам у нас выпадает колесо фортуны. И так бы сказал, что чаще в колодах Таро это карта шанса, но в этой колоде она ближе к реальности 50/50. Мы не должны собой рисковать. Мы, если... То есть есть риск просчитаться по финансам. Поэтому как раз обдумать, каким образом ко мне будут приходить деньги или на чем я могу заработать, увидеть какую-то реальность будет очень важно. С другой стороны, все предложения как будто мы должны принять, понимаете? Вы не сможете одними размышлениями, ну или своим интеллектом в хорошем даже смысле решить вопрос, потому что тут важен опыт, понимаете? Есть действительно в нашей жизни ситуации, когда мы не просчитаем. И вот здесь словно нужно попробовать аккуратно, отставляя за собой, наверное, право на отступление, какой-то реванш. Может быть, мы и могли бы сделать, но в то же время мы надеемся сами на себя, и значит, запасной аэродром для нас совершенно необходим. Не отказываться, наверное, от того, что вам предлагают в плане, ну, например, какая-то новая работа или то место, где вы зарабатываете деньги, способ, которым вы зарабатываете, тут действительно может и повезти. Но разберемся-то мы в этом, когда уже себя попробуем как будто в чем-то. И если мы видим, в этом направлении нам не нужно идти, значит, мы должны вовремя остановиться. Вот это будет важно. И на этой карте нам мудрец показан, который проползает под этим колесом, и фортуна у нас слепая, сама не знает, в какую сторону это колесо развернет в следующий момент. Мои дорогие львы, по финансам надо быть аккуратным и в то же время суметь взять какую-то возможность. Интересно, тут у вас получается сентябрь. Но у вас все получится, несомненно, потому что, смотрите, 6 пентаклей. Любая 6 это всегда победа. И здесь материального успеха карта. Конкретно денег, получение денег. Видимо, деньги будут. Может быть, вопросы для кого-то, куда вложить или как вложить. Или как сделать так, чтобы пассивный какой-то доход, например, у кого-то и так может проиграться. С учетом всех этих карт. Как будто есть желание. Но пусть нам выпадает на личную жизнь, значит, где-то будут люди, которые вас поддержат. Это в первую очередь. Для кого-то из вас это успешные, может быть, сделки по поводу недвижимости. Все-таки мы смотрим личную жизнь. И для кого-то проиграется ваше благополучие с позиции места вашего проживания. То есть есть какой-то успех решения какого-то вопроса через финансы, через материальную составляющую, когда за вами, мои дорогие львы, победа. Но будем внимательны. Колесо фортуны у нас никто не отменял. И правда, тут, знаете как, действительно, если мы берем старший аркан, это ведь всегда какие-то влияния среды, в которой мы находимся, или обстоятельств. И у вас два старших аркана, как 15-й аркан дьявола, так и у нас и колесо фортуны. Поэтому можно где-то и выиграть, увы, можно и проиграть. И мы, наверное, с собой не рискуем, если
какие-то мутные сделки нам предлагают, или какие-то люди у нас появляются, ну, такие ненадежные. Вот от этого определенно стоит уходить всеми способами, потому что если у нас на личную жизнь выпадает 6 пентаклей, значит, можем надеяться только на тех людей, которые нами уже проверены. Но коренным образом в сентябре можно переломить какую-то ситуацию или для себя что-то решить со знаком плюс. Будьте внимательны. Октябрь. Ну вот, тройка жезлов нам опять напоминает о том, что стабильная позиция. Видимо, от наших правильно принятых решений будет зависеть дальнейшее, ну, как будут развиваться события. Для кого-то это может означать поездка или вопросы, связанные с переездом, или, может быть, обстановка вас словно вынудит совершить этот переезд или задуматься о нем, или что-то поменять. Но здесь уже, если мы говорим про сентябрь, колесо фортуны, что-то меняется. И в целом, может быть, сентябрь как, правда, какой-то период турбулентности. А здесь по тройке жезлов есть уже стабильность, есть ваш контроль. И мы, когда с большим оптимизмом смотрим в будущее. Давайте посмотрим дела, работа, бизнес. Ну, шикарно. Тут у вас, знаете, вот такое впечатление, мои дорогие львы и львицы, что вопросы дел, вопросы работы или вашей занятости, одновременно финансы и личная жизнь или семья, это все вот взаимосвязано очень тесно. И в октябре сразу у нас показывает, пусть это позиции, дела, работа, бизнес, но выпадает десятка пентаклей, и она говорит не только о деньгах, но и вопросах семьи, или вашего благополучия, благосостояния, вот конкретно вашей личности, может быть, вашего места проживания и статуса финансового. Ну, понятно, по десятке мы получаем уже итог, которым мы довольны. Это и есть какие-то новые перспективы. И правда, перспективы появляются, потому что есть в чем-то уверенность, в чем-то уже, ну, порядок какой-то, причем тот, который нас радует. А что у нас по финансам? Хотя по финансам-то нам уже сказали. Правда, какие-то радостные вести или хорошие события, добрые, больше вдохновения. Ну, наверное, правильно как-то прожив сентябрь, уже октябрь совершенно в других энергиях идет. У кого-то может проиграться как предложение, все-таки мы про финансы смотрим, может быть, по работе. Или есть еще что-то, когда вам и уверенность приходит, и какое-то удовольствие от жизни мы чувствуем именно на нашем земном уровне. Одним словом, больше радости. Но нам и показала десятка пентаклей, что деньги будут. И в личной жизни. В личной жизни у нас карта повешенного. Нет изменений. Вот, наверное, все то, что проигралось в сентябре, мы будем сохранять. Хотя, конечно, если вопросы касаются к примеру, переезда или каких-то новых планов, может быть, вы еще и не приступите вот к прямому осуществлению, потому что есть то, что еще нужно расставить словно по местам, решить какой-то вопрос, может быть, застарелый, который, ну, где-то все равно еще не закончился, оказывает на вас влияние. Или принять, наконец-таки, важное решение для вас будет тоже актуально. Мы не должны находиться в любом случае, как в роли жертвы или в каком-то тупике. Для кого-то может проиграться просто как задержка, мои дорогие, а для кого-то из вас, правда, вопросы. Хотя октябрь, в принципе, предполагается уже, ну, такой более спокойный месяц, если мы сравниваем с сентябрем, но отголоски каких-то событий сентября, они могут о себе напоминать. Но если в целом мы говорим о переменах в личной жизни, ну, разве что с позиции вашего какого-то решения, которое, знаете, вот так раз и навсегда, как последний аккорд, если это будет касаться, ну, как Гордиев узел, если был для кого-то из вас, и вот вы как раз из какой-то зависимости можете окончательно в октябре, поставив точку, выйти. Ноябрь. Ну, планов громадье. Семерка кубков, карта иллюзорного успеха, но и не только. Я должна сказать, по нумерологии 7
Это всегда период, ну, своеобразного покоя, статики, когда сколько ты не форсируй, но не будет ускорения какого-то. И по ноябрю, по планетарным событиям там тоже, в принципе, ну, каких-то особенных моментов не ожидается. Разве что предыдущие вот дела, вопросы, чем мы занимались, что у нас было на повестке дня, это будет в целом, начиная, наверное, с конца июля формировать осень. И в ноябре как раз перезагрузка самое время, но нужно быть реалистом и увидеть, что есть по факту. Розовые очки мы тут определенно не должны одеть, как будто 7 кубков, а должны выбрать что-то одно. Может вдохновлять что-то, радовать. Есть, безусловно, позитивные моменты, хорошее настроение. Но если мы говорим о дальнейших планах, делах, то мы должны быть реалистами и где-то прагматиками. Дело, работы, бизнес. Ну, точно, и будет какой-то стопор или словно остановка. Но вы знаете, я так больше склонна к тому, 2 семерки у вас выпадают. И 7, вот эта самая пауза, она совершенно необходима для перезагрузки. И по деньгам как будто тоже есть, могут быть либо задержки, либо, ну вот так обстоятельства жизни могут распорядиться, что словно какая-то пауза. Нет смысла что-то форсировать, зато прекрасно уделить внимание самому себе или самой себе. И для кого-то из вас вот такая пауза, она будет необходима для того, чтобы выровнять свое какое-то направление. То есть себя сколько ни тормоши, наверное, ускорить процесс мы не можем. Вот ноябрь сам по себе где-то более спокойный месяц. И, ага, это я открыла личную жизнь, прекрасно, 10 кубков, пусть будет так. Так вот, мои дорогие львы и львицы, 10 кубков. У нас здесь 10 пентаклей, а здесь нам говорят про радость, про счастье, про баланс, как эмоциональный, так и во всех сферах жизни. Правда, отдыхайте, но давайте посмотрим деньги. Деньги как будто нужны на самореализацию, может быть, осуществление своего какого-то проекта. Это будет важно, вы будете думать. Вам эта пауза действительно будет необходима. 2 семерки. И словно мы на развилке, нужно знать, что же я, какой приоритет для себя на длительный достаточно срок избираю. И по карте звезда, возможно, все. Да, есть какая-то пауза, которая у кого-то может быть связана с переездом, или у кого-то с оформлением документов, или, может быть, нужно что-то подождать, пока оформится, пока выстроиться в какую-то систему, может быть, стройную. Или, ну, у каждого по-своему это будет проигрываться, своеобразная пауза, остановка или какие-то задержки, но как будто по карте звезда мы получим то, чего мы хотим. Может быть, не так быстро, а для кого-то карта звезда будет означать работа, связанная с переездом, или, может быть, работа посредством интернет и зарабатывание денег, да, вот таким образом. Ведь откуда-то к нам деньги приходят, но и еще и проигрывается тот момент, что если мы говорим про творчество, то прекрасно, да, время для того, чтобы запустить какой-то свой проект. Пока, знаете, на первых каких-то этапах, когда мы еще не ожидаем, что будет скорая прибыль, нет, ее не будет вот где-то, но у нас зато есть 10 кубков, это есть какая-то у вас поддержка, есть счастье, есть вдохновение, из карты звезда, это 10 всегда какой-то итог, а здесь именно больше на новую перспективу что-то направлено. И карта говорит напрямую: сияйте, как звезда, мои дорогие львы и львицы. И правда, прекрасный период в ноябре, если не ожидать от него сразу каких-то быстрых таких молниеносных успехов или какого-то головокружительного взлета, а тихое, спокойное счастье и построение планов на далекое будущее. Ведь карта звезда – это выбор правильного направления лет на 10-20. И, видимо, для вас вот такая перезагрузка и выбор будет актуальной в ноябре. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.